Здравствуйте! Сегодня предлагаю вам вместе со мной пошить вот такое замечательное платье кукле со встречной складой спереди. И платье застегается на пуговицы на плечах. Можно сделать разрез на спинке, но у нашей куклы большая крупная головка, поэтому это очень удобный вариант застежки на плечах. Горловина и проймы обработаны подкройной деталью. Все очень аккуратно. И приглашаю вас на мастер-класс. Берите, пожалуйста, ручку, карандаш, свою тетрадку, листики бумаги и будем с вами работать. Итак, мы берем лиф, который мы умеем строить. Посмотрите ссылочку внизу и постройте лиф платья кукле. Для того, чтобы сделать складку встречную впереди платья, мы просто разводим наши две детали в сторону на необходимое количество сантиметров. В данном случае у нас 6 сантиметров. Это расстояние уйдет на встречную складочку на платье. 6 сантиметров мы делим на 4, получаем по 1,5 сантиметра. Итак, у нас получилось 4 отрезка, каждая длиной 1,5 сантиметра. Отмечаем и проводим ось симметрии, по которой мы будем сгибать нашу выкройку, чтобы она получилась симметричная. И прорисовываем наши складочки у платья. Это называется процесс моделирования. Он приемлем для пошива одежды для детей. И также точно поступаем для пошива одежды для взрослых. Наше платье имеет определенную длину. Мы откладываем вниз длину нашего платья. И по бокам мы немножко даем клеш, чтобы платье у нас красиво смотрелось. Внизу мы не забываем давать припуски на подгиб ткани, и по бокам тоже немного припуска на строчку. По оси симметрии мы сгибаем нашу выкройку и будем вырезать, чтобы она была симметричная. Начинаем вырезать. Вырезаем прямо по плечу и не трогаем вот нашу встречную складочку, пока мы ее не трогаем. И немного по бокам мы закругляем выкройку, как всегда. Вот у нас получились с одной стороны 2 складочки, естественно, и с другой стороны 2 складочки. Первая, вторая, с другой стороны 3 и 4. Вот так точно мы поступаем на ткани. Мы ткань сразу не вырезаем по горловине, а вырезаем только в процессе, когда мы сложим складочки на ткани. Вот как мы сейчас складываем складочки на выкройке. Вот мы складываем именно так, как должна складываться встречная выточка на ткани. Вот мы ее сложили. И только теперь мы вверху, около горловины, обрезаем. Следите внимательно. Точно так мы поступаем и на материале. Вот в какой момент мы обрезали. Вот. Выкройка переда платья у нас готова. В данном случае это короткая кофточка у нас.
или блузочка, но мы шьем платье. Сгиб ткани я вам обозначаю стрелочкой. Вот здесь, по этой стрелочке, мы сгибаем нашу ткань, точно так, как мы сгибали выкройку по оси симметрии. И складочка наша впоследствии будет закрываться. Здесь можно горловину дополнительно подрезать, форму придать, которую нам нравится, которая необходима. Как это на ткани. Точно так мы действуем, как я вам только что рассказала. Можно обвести, а потом вырезать. Можно прям по выкройке вырезать. Единственное, что верх, где складочка, мы по рельефу не вырезаем. Для чего? Для того, чтобы этот рельеф был симметричный и соответствовал горловине, потому что эти складочки будут сшиваться в горловину. Вот мы прорисовали горловину, берем фломастер исчезающий и прорисовываем складочки, чтобы мы понимали. Исчезающий – это примерно через минут 20-30 вот эти насечки, что мы нарисовали фломастером, они исчезают. Вот у нас выкройка готова, мы загладили нашу встречную складку. Вырезали горловину. И перед у нас готов к работе. Теперь мы должны вырезать спинку. В этом моменте мы можем горловину отрегулировать рельеф, который нам нравится. Вырезать больше. Меньше мы уже не можем сделать. Теперь мы готовим подкрайную деталь. Извините, я вам показываю, как мы краим спинку. Для работы нужно прошить эту складочку, наметать, чтобы она не мешала. И пусть она будет вот так прошита до конца нашей работы. Подкрайную деталь мы начинаем кроить, но не вырезать по рельефу переда и спинки. По рельефу мы не вырезаем. Мы вот такой некоторый абстрактный вырезаем кусочек ткани. И для чего? Если мы будем строчить, у нас чуть-чуть может съехать ткань, и тогда у нас, собственно, ничего не получится. А ткань у нас большая вероятность, что может съехать. Поэтому вот такую абстрактную подкрайную просрачиваем по горловине, по пройме, и работа на этом у нас заканчивается на сегодня. Я приглашаю вас на летнюю, вечернюю прогулку вдоль моря. Часть 2, продолжение пошива нашего платья. Пожалуйста, смотрите, и мы будем продолжать работу. На сегодня я вам желаю всяческих удач и до новых встреч. Смотрите часть 2. До свидания.